Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю один из самых удачных салатов, которые я готовила за последнее время. Стоит попробовать его всего один раз, и рецепт сразу отправляется в список любимых. Здесь есть все: аппетитные запеченные овощи и грибы, нежная фета, свежие овощи и очень вкусная заправка, которая объединяет все ингредиенты в одно гармоничное блюдо. Давайте готовить! Все пропорции вы найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим овощи. Молодые кабачки нарезаем крупным кубиком, слегка подсаливаем, перемешиваем и оставляем примерно на 15 минут. За это время они отдадут лишнюю влагу, что поможет им лучше подрумяниться при запекании. Баклажан также нарезаем крупным кубиком, солим, перемешиваем и оставляем на такое же время. Это поможет избавиться от лишней влаги и улучшит его текстуру при приготовлении. Шампиньоны тщательно промываем и нарезаем крупными кусочками, разрезая каждый гриб на 4 части. Добавляем соль, итальянские травы, черный молотый перец, немного копченой паприки и оливковое масло. Все хорошо перемешиваем, чтобы специи и масло равномерно покрыли каждый кусочек. С кабачков сливаем лишний сок и просушиваем их бумажным полотенцем, убирая оставшуюся влагу. Затем присыпаем кабачки кукурузным крахмалом и хорошо перемешиваем. Крахмал поможет им лучше подрумяниться. На противень, застеленный пергаментной бумагой, выкладываем грибы. Рядом размещаем кабачки в один слой, чтобы они равномерно запеклись. Отправляем все в заранее разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15 минут до легкой румяности и готовности овощей. А пока они запекаются, займемся баклажанами. Сливаем с них лишнюю жидкость и хорошо обсушиваем бумажным полотенцем. Кстати, баклажаны можно было запечь вместе с грибами и кабачками, и вы тоже можете так сделать. Но я решила приготовить их во фритюре, чтобы получить аппетитную хрустящую корочку. Обсушенные баклажаны слегка присыпаем кукурузным крахмалом. И небольшими порциями обжариваем в хорошо разогретом растительном масле до золотистой хрустящей корочки. Выкладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Наши овощи уже готовы. Достаем их из духовки и даем немного остыть.
Красный и оранжевый сладкий перец очищаем от семян и нарезаем небольшим кубиком. Теперь приготовим соус. Для этого соединяем оливковое масло, бальзамический соус, мед, дижонскую горчицу, гранатовый соус, соль, черный молотый перец, зубчик чеснока и сок лимона. Тщательно перемешиваем. Соус получается невероятно ароматным и придает салату особенный вкус и характер. Теперь приступаем к сборке салата. Для такой подачи лучше всего подойдет объемная прозрачная салатница, в которой будут хорошо видны все яркие слои. На дно салатницы выкладываем немного рукколы. Следующим слоем добавляем сладкий болгарский перец. Затем распределяем запеченные кабачки, аккуратно разравнивая их по поверхности. Помидоры черри разрезаем пополам и выкладываем следующим слоем. Следом добавляем грибы и равномерно распределяем их по поверхности салата. Теперь щедро поливаем все приготовленной заправкой, которая объединяет все ингредиенты в гармоничное и очень вкусное блюдо. Фету ломаем на небольшие произвольные кусочки и равномерно распределяем поверх грибов. Далее выкладываем хрустящие баклажаны, и немного свежей кинзы или петрушки. После этого добавляем вторую половину сыра феты, это финальный этап сборки салата. 2 слоя феты нужны для того, чтобы вкус сыра был в каждом укусе, а не только сверху. Вот и готов наш салат. Посмотрите, каким он получился ярким, сочным и очень аппетитным. Здесь идеально сочетаются запеченные овощи, нежная фета и ароматный соус, который объединяет все вкусы в одно гармоничное блюдо. Это действительно один из моих самых удачных овощных салатов. Из этих пропорций получается довольно большая салатница. Если вам нужно меньше, просто уменьшите все вдвое. Это тот рецепт, который хочется повторять снова и снова. Напишите в комментариях, какие овощные сочетания вы любите больше всего. Мне будет очень интересно почитать. Готовьте с удовольствием и до новых вкусных рецептов!